Давным-давно, в далеких 60-х, посадил дед репу. Выросла репа. Тут деда ждал сюрприз. Тут началась история одного из самых влиятельных криминальных авторитетов. Это был мальчуган с головой, похожей на репу. Дед назвал его Иваном. Ванька рос, помогал старику по хозяйству, стал для него самым дорогим и любимым во всем Советском Союзе. С ребятами ладил хорошо. Более того, он был душой компании. Камень, ножницы, бумага, карандаш, огонь, вода и бутылка с лимонадом Цуефа. Алло? Здорово, Колян. Да, пойду. Ага, ты ко мне только подходи, у меня дед Запорожец пригнал. Да, ага. Здорово, дядя Сереж. Здорово, Вань. Привет, дядя Сереж. Здорово, Колька. Дед, да бросишь нас на тренировку? Давайте, садитесь, ребят. В конце 70-х, неподалеку от деревни, где жил Ванька, закончилось строительство комбикормового завода. Рядом шло строительство городка, получившего название «Дружба». Родители большинства друзей получили работу и жилье и покинули деревню. Поэтому юность Ваньки связана с этим городком. В Дружбе была построена спортивная школа. Туда Ванька и его друзья ходили заниматься классической борьбой и боксом. Давайте, ребятки, тренируйтесь. Спасибо, дед. Макар, поехали завтра в Москву на рынок. Погнали, а ты, Ванек, чё, не поедешь, что ли? Не, ко мне сегодня тёлка приезжает. Чё за тёлка? Да на дискотеке, помнишь, со мной ходила, волосы ещё такие светлые у неё. Кто это такой идёт-то? Местный, что ли? Это Седова брат двоюродный. Сегодня в Центральном комитете КПСС состоялась встреча с работниками арендных подрядных коллективов агропромышленного комплекса, руководителями Вань, иди забей курочку, а я что-нибудь пожрать нам с тобой сварганю. Чё-то я тебя не помню. Как ты в нашем курятнике-то оказалась? А, ну и ладно. Сельского хозяйства. Вань, Обсуждены ты вопросы представляешь, внедрения опять этот барабашка, гендерного черт его побери. Чё он там опять? Да посрать не даст нормально. Кружку в центр стола поставил, пока сидел в туалете. Разбилась. Ёб его мать, задолбал окаянный. Хорошо, бабка покойницы не видит. Дед, ты ладно, не бери в голову. Я курицу там положил на кухне. И так денег не осталось, а тут кружку теперь новую покупать. Ладно, иди, Ванька, делай свои дела. Алло, Настюх, привет. Слушай, это Ванька, дружба. Ага.
Слушай, ты во сколько подъедешь-то? Давай тогда завтра сам подъеду, ага. Ну давай. В общем, тогда в обед, да? Ага. Ну все. Давай, давай. Ванька, Ванька, вставай. Иди дрова накали. Я, если что, у Петрухи машину чиню в гараже. Пу-пу-пу-пу-пу. Че, какой счет? Сколько? 800, сейчас 100, 900. А, лодочка была у тебя еще. Значит, 1900. Опа. Пацан, тормознись! Откуда? Ну, с дружбы. Хули сюда приперся? Че ты с ним все стюкаешься? Бей ему в рыло! Что со мной? Так, а куда эти мудаки делись? Блять, а где я вообще? Ну давай, давай, возьми трубку. Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Короче, будет меня сегодня с утра дед. Говорит, иди дрова наруби. Я пошел, нарубил дров. Потом поехал в Раменское. В Раменском до меня какие-то 3 баклана доебались. Ну, в общем, я 2 по рылу успел щелкнуть. А третий мне в сердце нож загоняет. У меня в глазах сразу все темнеть начало. И тут ни с того ни с сего я просто в каких-то кустах оказываюсь. Живой, здоровый. И тут я понимаю, что это чей-то участок. Выглядываю из кустов, а там тачка просто нереальная. Как будто с другой планеты. И шикарная девушка. Базарит что-то в какую-то пластину. Не знаю, может, рация такая. В общем, она прыгает в эту тачку и куда-то уезжает. Вслед за ней ворота сами начинают закрываться. Но я по-быстрому, пока ворота не закрылись, на улицу выбежал. А дальше что-то плохо помню уже. Там башка разболелась сильно, и я сознание потерял. А, помню, щит такой здоровенный. Там мужик еще нарисован какой-то. И надпись «Выборы 2012». Бля, походу я в будущее попал. Но это еще не все, пацаны. Я открываю глаза и понимаю, что я нахожусь в своей кровати. Открывается дверь, заходит дед и говорит мне, чтобы я наколол дров. Я, блядь, на улицу выбегаю, а они там еще реально не наколоты. Это что получается? Тебя пырнули, ты попал в будущее? Да, и теперь я по 2-му разу сегодняшний день проживаю.
Ну а чё, я лично верю в такие чудеса. Бабка моя в кабана превращалась и кусала всех по деревне бегала. Чё ты несешь? Она говорила, что у них какой-то колдун в деревне жил, но никак не бабка наша. Кстати, Саню колдуна сегодня на Рижском рынке видели. Нахуй вы в Москву-то ездили? У нас в Степнозаводске рынок здоровенный открыли. Чё за рынок-то? Продуктовый, что ли? Да нет, там не только продукты, там шмотки всякие. Чё мы здесь своей жопы тогда трём сидим? Там же золотая жила. Это ты о чем? Да я о том, Петя, что там кооператоры. И если не мы, то их другие будут на бабки доить. Чё думаете, пацаны? Ну чё, через час тачку пати надо отдать. Так, ладно. Сколько мы сюда ехали? Минут 10? Значит, минут 50 здесь ходим и домой прям. Ну чё, погнали? Ракетиры, блядь! Почем штанишки-то? По 70. Ну и отлично. Слышь, Вован, глянь, сколько штанов лежит, и все по 70. Я смотрю, это прибыльное дельце. Не, ну как Так, ладно, хорошие сиськи, блядь, ты же уже понял, кто мы. Короче, каждую неделю будешь нам давать по 25 рублей, начиная с сегодняшнего дня. Ничего я вам не буду платить. Кто вы такие, чтоб я... Lulu, skip to my loo. Lulu, skip to my loo. Lulu, skip to my loo. Skip to my loo, my darling. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Skip to my loo, my darling. Lulu, skip to my loo. Lulu, skip to my loo. Lulu, skip to my loo. Skip to my loo, my darling. Бля, вообще ништяк 5 сотен на ровном месте срубили. Выходной бы, конечно, побольше заработали. Чё, Колян, будешь общак держать? Вань, если ты хочешь, чтобы общак именно я держал, то можешь на меня положиться. Так, ну и отлично. Пацаны, нам надо расширяться. Смотрите, местные нас здесь все ссут. Но если какие-нибудь сторожиловские припрутся кучей, то мы здесь пятером ничего не сможем поделать. Макар, подпряги молодых секции. Они все нормальные у нас, крепкие. Человек 10 достаточно будет. Да не вопрос, Ванек. Как только с ними бабло делить будем. Да зарплату будем им каждый месяц платить. Потом уже определимся, какую. Вован, Петян, Саню из тюрьмы послезавтра освобождают. Вы сможете тачку взять? О, здорово, дядь Петь. А где дед? Здорово, Ванька. Да вот на кухню пошел. Я бы сказал... Слушай, ты же в милиции работаешь, Степнозаводской. Там, короче, Бармалей один местный на меня грозился заявление в милицию отнести. Так, ясно. Смотри, давай сделаем так. Завтра приходишь туда к 9. Ну и я тебя там познакомлю с человеком, который этими делами занимается. Где у вас телефон? Мне надо ему позвонить, предупредить. Участникам конференции была предоставлена возможность... Ну чё, Колян, выходи. 50 рублей с собой возьми из общака. Петруха, блядь, алкаш сраный. С дедом с моим нажрался там в жопу, ёпти, валяются там на полу. Они с пивка сначала начали, потом на водяру перешли. Я ему, блядь, вчера вечером говорю: дядя Петь, ты только много не пей. Хорошо, что вчера еще за меня успел договориться, блин. Так пиздата, ёб твою мать. Так пиздата. Бутылкин, заткнись ты уже, башка болит от тебя. Здравствуйте.
Я дядя Петя Сабурова. Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Константинов Иван Федорович, 1966. Приходил тут носатый. Конечно, пришлось потрудиться, чтобы его отговорить. Понял. Так, ну чё, пацаны, теперь у нас в ментовке свои люди. Ну, наконец-то я тебя нашла. На, возьми. Только сначала усы отдай. Чё? Усы отдай. Колян, ты же их сбрил. Отдай, сказал. Зачем? Зачем ты меня убил, сволочь? Я же уважал тебя. Вань, иди накали дров, сука. Козёл. Ну попадись мне только. Я тебя задушу, сука. Дед, что случилось? Ты барабашка этот. Опять стекло разбил. Когда только успел, говнюк. А, да это он позавчера еще. Ладно, дед, сегодня Саню выпускают. Это хорошо, что ты меня разбудил-то. Камень, ножницы, бумага, карандаш, огонь, вода и бутылка с лимонадом Цуефа. Саня нормальный пацан. Надежный товарищ, верный друг. Есть у него и свои тараканы в голове. Ну уж очень он любит разного рода мото и автотехнику. Жил Саня бедно и не мог позволить купить себе любимый мопед или мотоцикл. Поэтому он нашел способ попроще. В 1986 году, в день аварии на Чернобыльской АЭС, Саня угнал очередные «Жигули». Так он оказался в исправительно-трудовой колонии города Мишинска. Горбачев брежнев сворублять все. Но если нормально все будет, тогда мы часам к 6-7 домой уже подъедем. Где остальные-то? Они там, скорее всего, уже. Они же на такси поехали. Слышь, ты пес ебаный, вали нахуй отсюда, сука, ёпта, блядь. Кудрявый ебаный мудак, блядь, сука, кусачий гандон, ёпта. Слышь, Славик, хорош, чё ты на собаку-то взъелся? Хули он доебался-то? Я тебя сейчас ломаю, ёпта, гандон, пудель ебаный. Да он их боится, ёпта, его собака в детстве покусала. Чё я его не боюсь, чем здесь ебало решибу гандона? Ладно, хорош, нормальный пес, чё ты? Я тут курице башку рубил, он выбежал. Что-то сначала скулил, потом хвостом начал вилять. Так, ладно, пацаны, все, погнали всех. Так, ну чё, Славик, Леня, давайте со мной. А вы, пацаны, здесь стойте. Если чё, зовите. Эй. Как сам? Торгуешь? Торгую. Ну торгуй, торгуй. Не забудь только 25 рублей в конце недели. И 200 сверху. За что 200-то? А ну это за то, что ты в милицию стучать ходил.
Долго ждал? Около часа. Колян, я смотрю, ты усы сбрил. Как ты так решился-то? Не жалко-то тебе твоих пушистых друзей? Солома сначала им начал что-то объяснять, а они потом в бычку поперли, я им говорю, блядь, тебе Славик прыгает, блядь, сразу пиздится, Погодь, иначе... Вован, я что-то вообще ничего не понял. Заново расскажи. Ну, короче, подъехали сторожиловские, хотели на рынок пойти. Мы их тормознули, начали базарить с ним. Они в бычку поперли, мы в ответ. В итоге Славик с каким-то толстым 1 на 1 пиздился. Да и чё, кто кого отпиздил-то? Ну, толстый Славику въебало прописал, потом Славик его прогибом в асфальт швырнул, черкаш ему на лбу поставил здоровенный, блядь. Ой, бля, швыряй его! Бей ему в ебало, бей! Ну и чем все закончилось? Стрелу нам забили на завтра. У химкомбината степнозаводского. Их 4 человека будет. Ну, раз завтра, тогда давайте приступим, товарищ тунеядцы. Смотри, в Советском Союзе сколько вот, какое вот население? Бля, дед, вообще уважаю тебя, братуха, ты вообще пацан нормальный. Да ладно тебе, брось ты. Ты, Сашка, лучше за голову берись. Дед, тебе чё, Ванька не сказал, что ли? Мы же свой бизнес открываем. Ну как-то вкратце. Будем шмотками там всякими торговать. Джинсы, спортивные костюмы. Одним словом, заживем скоро. Скоро ты, дед, вместо запорожца на Волге ездить будешь. Горбачев, Дед, ну ты Так, давай еще разок. Выходите из машины, валите их нахуй. Каждому контрольный выстрел в бошку. Бля, я просто ржу нахуй. Эти два дебила, блядь. Взяли, блядь, тачку спиздили мусорскую нахуй. Мусором, блядь, на заднем сидении. Стволы еще разок проверьте. Нормально, нормально, все проверили уже. Вань, помоги машину толкнуть. Аккумулятор сел. У нас что-то с Петрухой не получается никак. Угу. Здорово, дядь Петь. Здорово, Ванька. Ну давайте, ребята. О, опять ты здесь. Ты что там делаешь-то? Ну-ка, пойди сюда. Бля, пес, ты умный. Есть хочешь? Где хозяин-то твой? Ладно, погодь, я тебе шашлык вынесу. Хуя какой ты голодный. Когда жрал в последний раз-то? Спасибо. На здоровье. Ладно, пора на стрелку ехать. Бля, что у него реально ботва из башки растет? Да, я видал, он в путяге в Раменской учился, 123-й. Кто он такой вообще, бля? Кто он есть-то? Хуй его знает, я с ним вместе не общался. Знаю только, что он КМС по борьбе. Че им вообще надо, блядь? Приперлись деловые, блядь. Да чё, рынок хотят делить. Охуевшие, бля. Гляньте, пацаны, какую я финочку с собой прихватил.
Чё такое-то? Бля, я просто ржу нахуй. Эти два дебила, блядь. Взяли, блядь, тачку, спиздили мусорскую, нахуй. С мусором, блядь, на заднем сидении. Сука, дебилы, блядь. Я тебе говорю, это такой мудак, блядь, это Паша, блядь. Только этот дебил мог хуйню такую придумать. Привет из Старожилова. А, блядь, голова, сука. Алло, Арсенчика и Лысого грохнули. Пидорасы, блядь. Блять, ёпта, дядя Сережа, что ли? Ванек? Здорово, дядя Сереж. Здорово, Ванька. Ванька, помоги машину толкнуть. Аккумулятор сел. У нас что-то с Петрухой не получается никак. Здорово, Ванька. Нормально все? Че грустный такой? Да, нормально все. Ну давайте, ребята. А, опять ты. Ща я тебе что-нибудь поесть вынесу. Че за хуйня, блядь, происходит? Спасибо. Пожалуйста. Че вообще надо, блядь? Приперлись деловые, блядь. Пацаны, помните, я рассказывал, как я в будущее попал? Че? А, это сон, что ли, какой-то тебе снился там? Ну и чё? Да ничего, думаю, надо же было такой хуйня присниться. Гляньте, пацан, тихо, Саня, потом покажешь. Вован, а ты ехай поаккуратнее, не гони, а то расхуяримся еще, не дай бог. Бля, Грин, что ли? Гринуха, блядь! Кореш мой зоновский! А чё он там это? Ну, и чё? Ты как вообще здесь оказался-то? Ты же из Люберец. Я же говорил, у меня тетка здесь живет. Бездетная. Умерла недавно, хата ко мне по наследству перешла. Да-да, она автомеханика, блядь. ПТУ номер 123. Слушай, Ванек, давай так. Все продавцы, которые у вас есть, вы продолжайте их доить, мы ничего против не имеем. Но вот эти недостроенные пустые ряды, которые в самом конце, там скоро появятся новые кооператоры. Давай их с тобой поделим по-дружески. Давайте, пацаны. Давай, деду привет. Давай, Ванек. Колян, здорово. Слушай, расскажи мне про дядю Сережу, что ты видел в тот день? А то я в пионерлагере был. Ну, дядя Сережа, который рядом со мной жил, которого в 79-м году убили. Слушай, ты же очки в прошлый раз забыл. Подожди, я тебе сейчас принесу. А, да ладно, Серег, я молодой, я сам схожу. Не надо, я принесу. Помнишь, я тебе говорил, как меня зарезали, я в будущем очнулся?
Потом сознание потерял и проснулся в тот день, когда меня зарезать должны были. Начал заново его проживать. Конечно, помню, Ванек. Что ты об этом думаешь? Бля, я думаю, что это вообще круто. По-моему, Петян, ты только один мне поверил. Все как-то, блядь, в шутку, что ли, это восприняли. На той неделе опять это произошло. Да, и что было-то? С твоим братом, когда на стрелку ездили к Старожиловским, отвлеклись и в аварию попали. Прихожу в сознание в каком-то непонятном месте, у меня на глазах двоих расстреливают. Появляется дядя Сережа, которого в 79-м году убили. Я сознание теряю. Просыпаюсь в своей кровати, и опять день заново начинается. Только на этот раз я не дал разбиться нам. Ну, если дядя Сереж там был, ты, может, в прошлое попал? Петян, разве может в прошлом быть офигенная новейшая германская БМВ? Петян, по поводу нашего разговора. Никому не говори, хорошо? А, хорошо, Ванек, конечно. Да хули, епта, чем меньше этой всей балды, блядь, тем лучше, по идее-то. Вот это слева. Ебать ты фокусник. Телек с пультом. На кнопочку нажимаешь прям с дивана и каналы переключаешь. Там у них гаражный кооператив, где есть Семен, новую Семен, ладу Самару. пойди сюда. Просто спиздили. Че у тебя с лицом? Где тебе прилетело-то? Да в Степнозаводске. Дал одному 30 рублей взаймы, а он пропал, не появляется нигде. Поехал к нему туда, а они меня там вдвоем избили. Иди постой в машине, сейчас разберемся. Вован, пойди сюда. Семену Старожиловские 30 рублей задолжали. Разберись с ними, поставь их на проценты, за моральный ущерб спроси. Сам не ехай. Вон Славика сделай главное, пускай с собой возьмет кого-нибудь. Петян, а ты за остальными пригляди. Отправь их на рынок. Пускай Леня ими рулит. Это ты лучше у Горбачева спроси. Чё-то какие-то хуи сюда прутся. Ну чё, давай поболтаем теперь, ёпта. Надо не забыть в конце месяца к Гусейнову сгонять. Кому? Ну этот мент Степнозаводский. Фамилия у него Гусейнов. Ой, а я что-то и забыл, что ему по 100 рублей надо каждый месяц платить. Бля, Литка, что ли? Ну, как дела ваши? Отца навещаешь? Давно к нему ездила. Ванюк, любовь твоя приехала. Да ладно тебе, не болтай. Ванюк, я помню это выражение лица. Эй, Витка, смотри. Дурак, что ли? Колян, дай палку. Привет. Привет, Литка. Привет, мальчишки. Чё-то тебя лет 10 не было видно. Ты чем сейчас занимаешься? Учишься, работаешь? Учусь в педагогическом. А вы чем занимаетесь? Мы шмотками торгуем. Кстати, брат твой двоюродный Леня с нами. Да. Да, он как раз сейчас на рынке деньги зарабатывает. Чё, сука, сказано было, блядь? Деньги сегодня в обед, блядь. Но у меня еще ничего никто не купил. Через 15 минут подойдут ребята. Если не будет денег, будешь должен не 25 рублей, а 50, понял, сука? Все будет, найду, да. Запомни меня, я Леня с дружбой, блядь. Чтоб со мной больше такого не было. Мрази, ублюдки.
Валер, дай 25 рублей взаймы. Смотрю, машина стоит новая. Литкина мамка опять себе хахаль нашла, что ли? Да, скорее всего. Андрюху как в психушку посадили, Верку сразу понесло. Слышь, дед, а где дядя Андрей-то сейчас находится? Ой, Ванька, я толком не помню. То ли в Кащенко, то ли в Белых Столбах. Как считаешь, это он дядю Сережу убил? Нет, Андрюха и мухи не обидит. Ну а тогда что там случилось? Да чё, там милиция была. Потом КГБшники понаехали. Ну скоро еще была, руку ему перематывали. Андрюха ошалелый весь сидит. Его спрашивают, куда тело делось. А он говорит, исчезло, прямо на глазах. В общем, нес какую-то чушь. Объяснить ничего не мог, и при этом вся комната была в крови. Цуефа! Цуефа! Рук в сторону не отводим. Ленинская печать со 3 голой жопой. Ага, хер тебе. Зыка. Похавать пришел. Ща, погодь, выйду. Слушай, давай, может, ты у меня будешь жить? Я тебе будку нормальную сейчас сколочу. А то как бомж спишь, где попало тут по деревне, блядь. Жрать ты все равно ко мне ходишь. Вань, там старожиловские приезжали, а стрелу забили. По какому поводу? Сказали, что? Вот эти 2 хуя, которым Славик с Рыжим втащили, которые Семену денег должны. Они старожиловские. Ну, я знаю, что они старожиловские. Дальше ты что? Там один из Гриновской бригады. Бля, хуёво, конечно. Я думал, что это 2 баклана каких-то обычных. Ладно, хуй с ним разберемся, они все равно по-своему неправы. Короче, Вована найдите и все это ему расскажите. И вообще, если какая-нибудь стрелка намечается, ебало там кого-нибудь набить надо, деньги с кого-нибудь выбить. Все вопросы к Вовану теперь. Что касается рынка, челноки, барыги, спекулянты. По этому поводу с Петяном решайте. Хорошо, Ванек. Ну ты понимаешь, что ты сам тоже не прав? Я не знаю, что ты собрался с них спрашивать. Вы вдвоем отпиздили двоюродного брата кого-то из Репиной бригады. Плюс ты ему бабла должен. Ладно бы, если бы ты его один отмудохал, это бы другое дело было. Блин, бабки я могу им хоть сегодня отдать. Но у меня к ним есть парочку вопросов. Здорово, пацаны. Здорово. Здорово. Зачем позвали? Да вот у нас кое-какие вопросы есть к вам. Какие еще вопросы? Там и так понятно, ты бабло занял, значит должен отдать. Какие деньги я занимал, тебе и отдам. Лишних никаких отдавать не буду. Ну ладно, а какие вопросы-то, собственно говоря? Кто мне по ебалу дал? Ну я и че? Да чё не учили, что из-под тишка бить некрасиво? А ты когда кучей пиздил, это чё, красиво что было? Чё ты хочешь-то, а? Чё ты, ёпта? Тихо, тихо, хорош, пацаны. Не, ну тогда чего ты хочешь? Чего нас тогда позвали? 1 на 1, давай, с тобой. Давай. Блять. Слышь, Колян, а если взять Митька, а? Поставить его напротив рынка, пускай он там в наперстки рубится и лохов разводит. Как тебе такая идея-то? Я только за. Еще когда пацаны со стрелки приедут, надо будет, чтобы они Митьку передали. Что у него работа новая, блядь. Как думаешь, что они там на стрелке? Двоечка, давай, двоечка. Кидай, погиб. Давай сзади, обходи сзади. Да ебаный друг, блядь. Ванек, приходи ко мне сегодня в квартиру. У меня мать уехала, я уж девочек туда позвал на вечер.
А, чего? Что-то сегодня дома охота побыть. Ты чё-то какой-то рассеянный, Ванёк. Да у него тут пассия поселилась. Ванек, я сегодня на дружбе видал Андрюху. Фамилию, блядь, забыл. Мать у него еще математику в школе преподавала, блядь. Антонов. Ему деньги должны там какие-то лохи. Помощи у нас просил. Не Сторожиловский случайно? Не Старожиловский. Какие-то два пацана, по-моему, с совхоза они. Мотоцикл купили у него и разъебали его там в тот же день. А фишка в том, что они ему не все деньги отдали. И не хотят отдавать. Да без проблем. Ехайте на дружбу, там, наверное, пацаны уже приехали. Давай, Ванек, ты если передумаешь, то заходи. Блять, а как будто рота солдат отпиздила. Да не, дело в другом, его просто шершни покусали. Ебать. Вань, что случилось? Да вот, нашел то, что искали. Что там? Кругляшок. Буду теперь так называть тебя. Ладно, шучу. Ты ему тоже нормально попал, у него глаз опух. Ладно, иди домой, отлеживайся, сил набирайся. Да чё ты с ним все стюкаешься? Бей ему в рыло! Ребята, пожалуйста, одумайтесь. Ты не отсюда, блядь, ты не местный, получай пизды! Ой, я... Откуда? Почему ходишь по нашему району? Ну что же вы как изверги, пожалуйста, простите меня. Ванька, 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 вставай. Ванька, Петруху убили. Бля, кто его сбил? Неизвестно, скрылся. Машина в угоне числится. А ты кто такой? Я сосед твой, Лидка жена моя. Вон, смотри, бля. Помнишь мою старую дверь входную? Помнишь, почему мы ее поменяли? Ну, типа, развалилась она у вас? Ну, что-то типа того. Что там было-то, я уже забыл. Сколько нам там было? Лет 14, наверное. Я по телефону стоял, разговаривал, не помню с кем. И пробки выбило. А деда дома не было. Он в Питер уехал. Алло? Здорово, дядь Петь. А, не, он уехал в Питер. Питер. Ага. Хорошо, ладно. Блять, свет сраный. Короче, меня током ёбнуло, и я сознание потерял. А когда я очнулся, там уже дырка была в двери. Ровная такая, как будто высверлил кто-то. Как это все случилось, я вообще не помню. Мы потом с дедом этот кусок искали, так и не нашли. А недавно я стою около собачьей будки, и эта хрень просто ни с того ни с сего прилетела откуда-то. Ну чё, как дела у вас? Нормально, вон Митёк 400 уже нарубил с утра. А Петян где? В Чебуречную поехал с соломой. Ладно, мы в ментовку погнали. Петян, когда объявится, ты скажи ему, чтобы он к нам ехал. Лады.
Там у входа товарищ мой один в наперстке играет. Я по этому поводу тоже хотел поговорить. Ну, чтоб проблемы со стороны милиции там никакие не возникали. Ну, я понял. Мы сейчас с тобой все это обсудим. Бля, батя машину продавать собрался. Чё это? Да с деньгами что, дура, такой хуёво сейчас. Чё, давай поможем. Да блин, ты что, батю моего что ли не знаешь? Что такие вопросы начнутся, типа, где деньги взял? Узнает, яйца вообще оторвет мне. И вам заодно. Не нашли того, кто дядь Петю сбил? Нет, не нашли. Жалко, конечно, Петруху. Хороший мужик был. О, здорово, Вован, а где Петян? Дрищется. Какую-то хрень на рынке сожрал и траванулся. Ёпты. А где Славик? Да они там с одного лоха должок выпить поехали. Я подходил к нему. Я к нему домой зашел, я ему звоню. Ведь видит, как будто в уши ебется. Слышь, молчи, ёпта. Но ведь он мне денег дал. Что ты меня грузишь? Я бы у него взял и вам бы отдал. Что ты меня грузишь, ёпта? Я тебя сейчас сломаю, уёбище. Слышь ты, мудак, блядь, нам похуй, где ты там пытаешься свои деньги найти. Тебе сказано было сегодня 50 рублей, блядь. Все, завтра, чтобы 70 рублей было. Крыса ёбаная. Дед, ты чё, дед? Ты пьяный, что ли? Чё случилось-то? Опять этот, сука ёбаная. Весь дом, всю жизнь. Все испортил, пидор, блядь. Этот блядский барабашка, блядь. Блин, чё он натворил-то, дед? Этот, сука. Еще одно окно разбил, блядь. Всю жизнь он меня преследует, сука. Сколько, сука, помню, с детства, блядь. С детства, сука, преследует меня. Блин, дед, ты вообще сейчас никакой. Иди ложись, проспись, а вечером поболтаем с тобой. Хорошо, Ванька. Что случилось? Что такие потрепанные? Да у магазина у нашего. Какие-то трое неместных стояли, блядь. Мог не подошли, блядь, спрашиваем, откуда, блядь, что здесь делаете? Сука, дерзкие, блядь, такие оказались. Ну, толстый одному въебало прописал. А они в ответ один пушку вытащил, другой нож. Короче, толстого в ногу пырнули и съебались. Дураки, блядь, все равно сигары, блядь, говорю, блядь. На чем съебались? Шестерка красная. Единственное, то, что мы успели им стекло разбить. Да уж, ну и времена пошли. Они случайно не с дружбы? Да нет, вроде не с дружбы. Ладно, я попробую узнать, может, Репа что подскажет. Ну что сказать-то? Первый раз я его увидел, когда совсем маленьким был. Вот ты знаешь, Ванька, хоть и говорят, что домовые они размером с ребенка. В моем случае это такой здоровый мужик. Хоть это и было давно, но все равно помню все отчетливо. Я вышел хворосту нарвать, и вдруг такая яркая вспышка, и он появляется. Увидел меня и резко за угол избы забегает. Я за ним. А там уже не было никого, только разбитое окно. Потом вплоть до 60-х я его не видел. И вот когда я в 63-м огромную репу с бабкой вырастил, тогда он мне второй раз на глаза попался.
Алло? Здорово, Ванька. Позови деда, он дома? Куда? Ладно, передай, что я звонил. Блять, что делать-то? В середине 70-х в Москве, на тогда еще Калининском проспекте, произошел невероятный случай, на который молниеносно отреагировал Комитет государственной безопасности СССР. Удивительно, но история этого события началась не в прошлом, а в будущем, во времена расцвета бандитизма и рэкета. Сторожилских порезали. Да. Залетные какие-то. Этого, блядь. Толстого бурнули, который со Славиком пиздился. А ну этого баклана не жалко. Ладно, пойдем мы по рынку пройдемся. Давайте, пацаны. Носки? Да. 1 рубль 25 копеек. Ну и обдираловка. На том ряду по 85 копеек носки лежат. Ну и покупайте на том ряду. Ну что, товарищи торговцы, не забыли, какой день сегодня? Молодец, как всегда, без задержек. Ну, что стоишь-то, блядь? Где, блядь, деньги? Я на нулях. Дайте мне час. 40 минут даю тебе, сука. Убью пидорасов. Здорово. Проснулся только. Саня, ты что ли? Что-то я не узнал нифига. Ванёка, а у нас кто-нибудь на дружбе на красной шестерке ездит? На красной или бордовой? Да Грин спрашивает, там его пацана порезали, залетные какие-то. Говорит, борзые пистолетом размахивали. Может, это богомоловские были? Понятно. Ладно, ты, если узнаешь, что, мне свистни тогда. Ага, давай. Вань, почини окно разбитое, я не могу сам, мне через полчаса в колхоз надо ехать. А, ладно, сейчас починю. Завтракать идешь? Сегодня находившийся в Советском Союзе по приглашению ЦК КПСС председатель Социал-демократической партии Германии Ганс Йохен Фогель отбыл из Москвы. Привет, Вань. О, привет, Литка. Ремонтируешь? А? Ремонтируешь? А, да, окна решил в порядок привести. Ты в магазин, что ли, ходила? Да, молоко закончилось. А, Ну давай, не буду отвлекать. давай. Блядь. Ёбаный рот, бля. Барыга вообще охуевший. Какой? Ну, который в самом начале напротив Валеры. Ну и чё он на этот раз? Да как обычно, деньги вовремя не отдает. Ну-ка пойдем с тобой сходим к нему. Ну рассказывай давай, как у тебя там дела-то? Да что там рассказывать, тетя Зин? Жена ушла, заработка практически никакого нету. Честно сказать, нервы уже на пределе. Слышь, Баклан, ты что, тупой, что ли? Тебе сколько раз говорили, деньги, чтоб вовремя отдавал. Тетя Зин, уйди отсюда, пожалуйста. Эй, с тобой разговаривать, что, не слышишь, что ли? Ты нам теперь должен на 100 рублей больше. Сука, убью мрази, блядь.
Суки, всю жизнь меня испоганили, блядь. Из-за вас ушла жена, падлы. Эй, давай успокаивайся. Валера! Валера, прости, пожалуйста! Тетя Зина! Минут через 10 боль утихнет. Вань, мне так неловко. Почему это? Свою вину чувствую. Не, Литка, не в тебе дело. Это на лестнице ступенька отломила. Ванек! Ванек! Что такое? Что случилось? Ванек, мой брат, блядь! Чё с ним? Чё с Вованом? Его убили, блядь! Ванек, ты можешь, ты же можешь. Помоги, пожалуйста. Верни его. Петян, я не смогу. Ну ты же говорил. Ты же говорил, что тебя убили и ты в будущее попал. А потом очнулся и начал день заново проживать. Ты же можешь изменить день. Ты же можешь. Как, блядь? Ты предлагаешь, чтоб я себя убил, блядь? А если, блядь, не получится? Ванек, это все неправда, да? Ты это выдумал. Ты что меня бесишь? Что меня за пиздобола делаешь? Давай. Ванек, этот козел Леня тоже убил. А что у тебя с лицом? Где твои зубы? Гаси, блядь! Гаси меня! Только не тяни! Получилось! Получилось! И что теперь будет? Отец с матерью сейчас в Гаграх отдыхают. Люська на заводе имени Лихачева работает. Я музыкальную школу закончил. На каком инструменте играешь? На фортепиано. Где я? В Москве. А год какой? Ну это 1976. Так, это же... Я же здесь был, блядь. В 82-м. Ну все правильно. Спортлото 82 смотрел. Что? Сань, здорово, я тебе перезвоню попозже. Давай, ага. Вань, почини окно разбитое, я не могу сам, мне через полчаса в колхоз надо ехать. Дед, дай ключи от машины. Барыга вообще охуевший. Какой? Ну и чё он на этот раз? Да как обычно, деньги вовремя не отдает. Ну-ка пойдем с тобой сходим к нему. Слушай, Баклан, ты чё тупой, что ли? Тебе сколько раз говорили, деньги, что вовремя отдавал? Тетя, ну дед, Пацаны, не трогайте его. Идите отсюда. Ванек, ты чё здесь? Идите, говорю, отстаньте от него. Что-то ты какой-то помятый. Дела у тебя, наверное, не очень, да? да не то слово. Из-за нас? Да. Ладно, я тебе обещаю, что ты нам платить больше не будешь. Потом я его вырубил и ружье сломал. А когда он очнулся, я ему говорю, больше, чтобы здесь не появлялся. А если с моими друзьями что-то случится, мы твою родню навестим. И еще ему такой добавил. Понял, козел? Стас свой оранжевый москвич разбил. Теперь он месяца 2 будет без колес. Колян, в общаке много денег, машину потянем? Потянем. Я сначала на пятерку стоял в очереди, а потом, когда туда приехал уже, мне там заявляют, мол, соскочил один, бери 9.
Там нужно было 700 рублей добавить. У меня деньги были. Я, честно говоря, испугался ее брать. А мне мужик рядом говорит: бери, не думая. Но я и взял. Ребят, берегите ее, ухаживайте за ней. Сами понимаете, если бы меня здоровье не подвело, я бы до сих пор ездил. Дядь Толь, на нас можешь положиться. Красавица. Так, в ГАИ завтра съезжу. Ну чё, Сережа, где твои новенькие? Ехай в степнозавод с крынку. Чё они хоть умеют? Ногами махать. Каратисты. Торпеда чемпионом будет. Вот я уверен, вот экстрасенс во мне внутренний говорит. Да хуй там было. Либо Киевская Динамо, либо Днепр. Да, поспорим. Че мне с тобой спорить? Салома, зови Леню сюда. Спорить? Здорово, Говна Ваня. не стоит. Женя. Ну, давай, давай. Что-то лицо у тебя знакомое. Мы с тобой нигде не встречались? Да вроде нет. Я говорю, торпеда. а ты Дима, говоришь, вы отсюда, да? Киевская Динамо. Да. Днепр. У вас на шоссейный ларек открыли? Уж давно. А на Первомайской кафешку. Ты говоришь, если ты Не знал. проигрываешь, что я тебе деньги. Здорово, Лень. Я сказал, что Здорово. проигрываю, то Тут я ларек не недалеко открыли и кафешку. Ходите Я туда, проиграю, покажи пацанам, как то дела ты мне делаются. деньги должен. должен. Есть кто живой? Где хозяин? Кирилл, иди сюда, к тебе пришли. Да, ребят, чего хотели? Вы что здесь творите, блядь, а? Что случилось? Ничего хорошего. Я только что из больницы. Там лежит моя бабушка. А? А мы здесь при чем? При всем, ёпты. Лежит она там из-за вашего супа. В общем так. Ты теперь мне должен 100 рублей. Вы что все, сговорились что ли? Сторожиловские какие-то приходили. Подобную чепуху мне несли. Теперь вы... Деньги давай, сука. Женя, стой. И платить я вам ничего не обязан. Понятно? Иди отсюда. Это еще не все. День добрый. Добрый. Чьи вы, люди? Как думаешь, стоит с ним связываться? Не знаю. Как он хоть выглядел? Ну, походу авторитет. На руке перстни набиты. Волга 24 у него. О, едет. Вообще тачка ништяк. Ты чё так долго? Кошка черная дорогу перебежала, ждал, пока кто-нибудь проедет. Ты чё, в эту шляпу веришь, что ли? Ну да. Ты, Саня, смотри поаккуратней с этим. Чё так? Да вон у меня у бабки в деревне тетка живет одна. Ну, вся такая суеверная была. Плюс еще всякими там гаданиями, черной магией увлекалась. Ну, в общем, она однажды и на жениха решила себе погадать. Суженый ряженый, появись! И после того, когда на нее этот чертила, бля, стрёмный вылез, она с ума и сошла. Теперь по деревне на велосипеде катается. Подъезжает к кому-нибудь незаметно и кричит. Ой, ладно, забей ты, я всего лишь кошку пропустил.
Ванек, Литкин муж-то, Богомоловский. Это у них там стычка в Старожилово была. Это его вырубили. Ёпты. Я его когда в последний раз видал, у него как раз синяк был под глазом. Че, они сейчас здесь не живут? Не, они на лето приезжают. Вован, а чё та баба реально с ума сошла? В общем, этот бардак надо как-то прекращать. Барыги уже не выдерживают. Представь себя на их месте. То дружбинские подойдут, то богомоловские, то мы. И каждому надо отстегнуть. Ну, я думаю, нам надо авторитет поднять в первую очередь. Надо стволы закупить. Не лунатил лет 10. Наверное, из-за всей этой хрени, которая со мной последние несколько месяцев творится. Сны дебильные снятся. Прикинь, ночью молния во двор бабахнула. Чё, опять? Да, так же, как в 76-м. Прям в то же место фигануло. На рынке был сегодня? Да, ряды новые открыли. Сторожилы подтянулись свою долю доить. Богомоловские в Сторожилово, в Степнозаводске кооператоров бомбят. Да, наглые ребята. С этим надо что-то делать. Ларьки растут, как грибы. Пацанов у каждого не поставишь, как на рынке. Поэтому их и прессуют все, кому не попадя. Постепенно кооперативных точек становилось все больше. Больше становилось и преступных группировок, желающих подоить каждого кооператора и не желающих ни с кем делиться. Поэтому организованная преступность вышла на новый уровень. Так в обиходе появилось слово «крышевание». Предлагаю прикрутить тебя к нам. Ты нам платишь, а мы решаем твои проблемы. Если кто будет наезжать, говори, что тебя дружбинские крышуют, а мы с ними сами будем разбираться. Да пошло оно все к черту. Сколько надо платить? Дядь Толь! Дядь Толь, ты тут? Фу, вонище. Ебать! А домой к нему заезжал? Заезжал, дверь никто не открывает. Когда ты его видел в последний раз? Месяца 2 назад, когда в ГАИ номера получать ездил. Вань, ты ближе к зиме ко мне заехай. Я тебе резину хорошую отдам. Ну и запчасти кое-какие. Зачем мы в Рязань едем? Думаешь, он у жены? У семьи своей? Может быть. Заодно, может, Андрюха там будет. Скажем ему: Андрюха, где дядя Толя? Где батю своего потерял? Дядя Толя родился и вырос в той самой деревне, где живет Репка. Работал он в экспедиции. Однажды во время командировки в Рязань он встретил Элеонору. Эля родила ему Андрея и Риту. В 70-х дядя Толя стал злоупотреблять спиртным. Это привело к разводу. Жена забрала детей и уехала обратно в Рязань.
Лучше проверить. Вдруг с ним что случилось? Ты особенный. Я знаю. Ты не понимаешь. На тебе проклятие. Оно несет смерть. Тебя преследует смерть. Тебя будет преследовать смерть. Слушай, мать, не болтай, дуй отсюда давай. Здравствуй, дед. О, привет, дочь. Ты как? На выходные сюда? Ага. Вот Ванька обрадуется-то. Нормальные, адекватные собаки, они не кусаются. Че ты меня грузишь вообще, ёпта? Че ты меня про собак про этих грузишь-то, ёпта? Че думаешь, я не знаю, кто такие собаки вообще все эти? Собаки, они грызут, они ноги грызут, разгрызают тебе кости, все хрустят, на. Славик, сядь в мою тачку, там с тобой Леня хочет поговорить. Пиздец, он собак ненавидит. Да он их боится. Заехай к Макару вечерком, он тебе ствол даст. Че, чисто мой, что ли, будет? Да, твой. Ништяк, круто. А чё, где стволы надыбали? Он сказал, неважно. Гандон. Мать с сеструхой на высоковольтной живут, а я тут с бабкой. Бабка сейчас в больницу, правда, с грыжей залетела. Ну а насчет бати, ну, может, забухал где? Не, Андрюх, он после инсульта в завязке. У тебя есть ключи от его дома? Есть. Дашь мне тогда, я заеду, гляну. Не вопрос. Петь, я смотрю, ты похудел. Качаюсь. Ну что, мальчики, не соскучились тут без нас? Лида, я знаю, что ты здесь, открывай давай. Дверь еще раз говорю, открой, ща вышиба. Если ты не забыла, я твой муж вообще-то. Ты меня сейчас бесишь, я тебе говорю, бля. Ребята, что случилось? Приклад, убери его отсюда. А че? Ты хочешь, чтобы что-то случилось, да, ёпта? Ну-ка, щенок, не поднимай на меня голос. Слышь ты, эй, ёпта, эй, ты чё, дедуля, блядь, пердуля? Опа! Че, обоссался? На! Че, когда домой приедем, сначала к дяде Толе, может, заедем? Только сначала пожрать надо, прежде чем выезжать будем. Что-нибудь белковое. Угу. Ванек, это я, Колян. Деда твоего отмудохали, в больницу отвезли. Лидка посралась со своим муженьком Богомоловским и в деревню приехала. Тот сюда со своими быками приперся, ну и к ним дед подошел. В итоге и дед огреб, и Лидку увезли. Позвони Лидке в Богомоловск, может быть, муженек там будет. Сука, отпизжу гандонов. Алло, Лидка, привет. Позови мужа. Давай, зови, нормально все, Лид, не бойся. Слышь, встретиться надо. Ну давай в Степнозаводске, например. Да, Стрелка. Че, дошло, что ли, только? Ну где там у вас, давай. Ну раз на гаражах, значит на гаражах, что ты мямлишь-то? Ты чё, блядь, с базаром за своим следи. Смотри, один подъехал.
Кто из вас деда тронул? О чем ты говоришь вообще? Какого деда? Так, понятно. Вот и вали в свою дружбу, что здесь по пустякам нас тревожишь? Деду привет не забудь передать. Че, сейчас смешно, да? Смешно, да? Петян, вставай, надо ехать срочно. Что случилось? Вставай, по дороге объясню. Я опять день заново проживаю. Деда спасти надо. Хозяин. Первыми секретарями райкома партии. Советский. Лида, я знаю, что ты здесь. Открывай давай. Дверь еще раз говорю, открой, ща вышиба. Если ты не забыла, я твой муж вообще-то. Ты меня сейчас бесишь, я тебе говорю, бля. Ребята, что случилось? Приклад, убери его отсюда. А че? Ты хочешь, чтобы что-то случилось, да, ёпта? Ну-ка, щенок, не поднимай на меня голос. Слышь ты, эй, ёпта, эй, ты че, дедуля, блядь, пердуля? Опа! Че, обоссался? На! Утырки, блядь, за деда порву всех. Дед в больнице, ему там лобешник рассекли. Сотрясение легкое. Сказали они что-нибудь в итоге? Да не, просто в тачку сели и поехали. А Лидка чё? Лидка вышла и с ними уехала. Чё у тебя с лицом-то? Спортсмен один попался умный, бля. Это ты еще его этого рыла не видел. Я его сломал. Вы в ментовку сгоняли? Да, как раз оттуда. Участковый сказал, что операторы ходили, что-то там пронюхивают про нас. Ну как не то, что про нас, там какая-то там у них статистика, что преступность там увеличилась. В общем, тебе надо самому с ним перетереть. Ну чё, пойдемте кофеек выпьем, да булочку сожрем. Бля, забыл совсем, к дяде Толе надо съездить. Ладно, вы идите, я сейчас езжу, а потом к вам приеду. Дядь Толь! Дядь Толь, ты тут? Фу, вонище. Ебать! Друзья мои, ну чё, вот и закончился 1988 год. И преподнес мне немало сюрпризов. И хороших, и плохих. Но в общем, мне этот год понравился. Круто было поглядеть на прошлое, на будущее. Походу, Советский Союз мощи поднабрал, раз люди себе такие машины могут позволить в будущем. С наступающим тебя 1989-м. Пиши в комментах, каким ты его представляешь. Подписывайся, ставь палец вверх и не забудь посмотреть в новогоднюю ночь все серии репки с друзьями.